Всем привет, друзья! Представьте, вы включаете стрим, и ваш голос звучит так, будто вы в профессиональной студии, а микрофон перед вами переливается всеми цветами радуги, создавая атмосферу настоящего шоу. Сегодня я познакомлю вас с интересной моделью от фирмы Maon. Модель PD200X. Это USB микрофон с блоком DSP и возможностью подключения по XLR. Что это за зверь такой? Кому он действительно нужен? И займет ли он достойное место среди лучших топов за свои деньги? Давайте разбираться. Вы на канале Feinshop, полезный и не очень. У микрофона Георгий. По традиции с вас лайк, подписка за старание. И мы начинаем. Поехали! Поставляется микрофон в довольно габаритной яркой коробке черно-оранжевого цвета с изображением нашего сегодняшнего героя. На тыльной стороне расписаны все сильные характеристики и подробная инструкция. Благо, картонная площадь позволяет не экономить на пространстве. Внутри нас встречает богатая комплектация. Длинный качественный кабель Type-C на USB Type-C, немного макулатуры, переходник для штатива на 3,8 дюйма, полноценный штатив, ну и непосредственно сам микрофон. Размещенный уже в креплении паук на растяжках. Замечу, что все выполнено в одной цветовой палитре. Мой внутренний перфекционизм получил хороший такой заряд бодрости. В комплектации, правда, не нашел XLR кабель, но он мне особо и не нужен. Я буду его использовать стандартно через USB разъем. Внешний вид и эргономика микрофона радуют своим исполнением. Материалы качественные, начиная с самого микрофона, он, кстати, выполнен из металла, и заканчивая пластиком крепления паук. Здесь все выполнено на высочайшем уровне. Также отмечу стильный логотип Maon с обоих сторон от центральной части. Выглядит это очень органично. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Микрофон весит 277 грамм с креплением и выполнен в виде пушки. В верхней части расположился удобный многофункциональный регулятор с приятным механическим ходом и подсветкой. Однократное нажатие позволяет регулировать чувствительность микрофона, а двойное – громкость мониторинга в наушниках. Красная подсветка ободка регулятора сигнализирует о заглушенном звуке, что позволяет безболезненно общаться с окружающими, не опасаясь попадания посторонних звуков в запись. Чуть выше расположилась кнопка отключения микрофона, она механическая. Также радует и светодиодное кольцо, расположенное по центру нижней части корпуса. Его параметры настройки можно изменить через фирменное приложение или же выбрать один из предустановленных режимов с помощью кнопки на нижнем торце корпуса. Ее также можно и отключить, для некоторых это будет важно. На нижней части вынесены разъемы подключения, USB-C, 3,5 мм джек, XLR, а также кнопка регулировки подсветки, о которой я уже упоминал выше. Верхняя часть микрофона прикрыта плотным, внушительным ветрозащитным поролоном, который отсекает напрочь посторонние шумы. Его, кстати, можно легко снять и увидеть сам микрофон капсуль, защищенный металлической решеткой. В общем и целом внешнему виду микрофона не придраться, все выглядит явно дороже своего ценника. Также отмечу и довольно удобную стойку штатив. Она выполнена из легкого, но прочного металла. От колена в обе стороны стойки тянутся две мощные пружины. Они смягчают движение микрофона, когда центральный фиксатор ослаблен, и в целом хорошо защищают его от внезапного падения. Стойка может растягиваться на длину до 75 см. Ее конструкция позволяет изменять горизонтальное положение микрофона и поворачивать его под любым удобным углом. Штатив легко собирается, и в нем нет ничего лишнего. Можно свободно перемещать микрофон в пределах возможностей стойки, и он будет надежно закрепляться в любом положении. Ну а теперь к самому интересному – звуку. Работает микрофон в одноканальном режиме при разрешении записи в 16 либо 24 бита при дискретизации до 148 тысяч Гц. Постоянные зрители в курсе, какие микрофоны у меня уже были, и последняя модель Fifine K670 меня более чем устраивала. Для меня это была золотая середина. Отличный детализированный звук за небольшой ценник. Но наш сегодняшний герой меня приятно порадовал. Тестировал я его в стандартном режиме Original, без обработки, и звук меня реально удивил.
Микрофон выдал невероятно четкое звучание с идеальной артикуляцией и безупречным акустическим балансом. Раньше я топил за микрофоны Fifine благодаря их шикарной детализации, но у Maono получилось их превзойти. У Fifine звук детализированный, но слегка неестественный, с небольшим перешарпом. А здесь идеальный баланс и детализация на уровне, а тембр теплый, натуральный, с живой экспрессией. Будто человек стоит рядом и говорит, настолько это реалистично. Пожалуй, это лучший микрофон из всех, что я слышал. Он не только записывает голос безупречно, но и почти полностью убирает фоновые шумы. Правда, небольшая ложечка дегтя все-таки присутствует. Надо говорить непосредственно сам микрофон, но это обусловлено конструкцией устройства. Вот небольшой тест сравнения с моим Fifine без обработок с одинаковыми настройками. Это тестовая запись микрофона Fifine K670 для канала FainShop. Полезно и не очень. Ну а теперь наш герой. Это тестовая запись микрофона Maono PD200X для канала FainShop. Полезно и не очень. Напишите, друзья, какой звук нравится вам больше. Микрофоном можно пользоваться сразу, не подстраивая его тонким образом. Но основной функционал раскрывается в фирменном приложении Maono Link, доступное для Windows, macOS и Android. Здесь собраны все ключевые функции управления, такие как базовые настройки, в них входит обновление прошивки микрофона, регулировки уровня записи, управление громкостью мониторинга, настройка RGB подсветки, а также коррекция тона голоса. Есть 3 пресета. Лично я предпочитаю Original за чистоту звучания, но для вокала полезен режим Deep с усиленными низкими частотами, а Natural добавляет воздушности, но вот последний загадочный Legacy так и остался для меня неразгаданной загадкой. За что он отвечает, я так и не понял. Также есть вкладка с продвинутыми настройками. Здесь у нас есть возможность поиграться с настройками эквалайзера, базовыми настройками лимитера и компрессора. В общем, весь стандартный набор в сборе. Подводя итоги, скажу, что микрофон Maono PD200X меня реально удивил. Начиная с премиального внешнего вида и отличного комплекта с приятной подсветкой. К сильным сторонам отнесу съемную ветрозащиту, без которой, кстати, микрофон становится еще брутальнее, механическую кнопку, это немаловажно, разнообразие подключений, гибкую настройку RGB подсветки и удобные кнопки управления. К минусам же отнесу разве что постоянную направленность микрофона, чтобы звук был идеальный. Но это скорее придирки, так как это особенности конструкции данной модели. Но вот по качеству записи это просто фантастика. Абсолютно чистый фон, сочное насыщенное звучание с акустически правильным весом, глубиной и чуть ли не идеальной артикуляцией. По мне, так это самый лучший звук, что я только встречал на относительно недорогих микрофонах, которые прошли через меня. Однозначно рекомендую. Теперь это мой основной микрофон. Открою секрет, что по традиции вторую часть своего обзора я писал на нашего сегодняшнего героя. И я просто в восторге. Напишите, друзья, как вам звук. По мне, так он великолепен. Может, все микрофоны компании Maono такого качества? Не знаю. Кто пользовался этой фирмой, поделитесь впечатлениями. Я почитаю и подчеркну для себя интересные модели. Спасибо. За это ценник, который за него просит, а это в районе 3-4 тысяч, это лучшее предложение на рынке. Однозначно рекомендую. Просто потрясающая модель. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, если каким-то странным образом вы этого еще не сделали. Залетайте на все мои социальные сети, Рутюб, Телеграм, ВК, Дзен, платформа. Да-да, не удивляйтесь. Ее я тоже завел. Там я периодически выкладываю много всего интересного, включая лучшие предложения с AliExpress. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.